Буквально вчера Байден наконец-то подписал закон, который снимает ограничение лимита госдолга сроком на 2 года, после чего он сказал: «Мы защитили американский народ и предотвратили экономический коллапс, к которому никогда не были так близко». Но не спешите радоваться, проблемы только начинаются. Ведь из-за того, что сейчас Министерство финансов будет активно пополнять свои резервы, это вытащит из рынков миллиарды долларов ликвидности, что может спровоцировать кризис. Известные миллиардеры, такие как Илон Маск, уже готовятся к кризису, а после повышения госдолга доллар вообще рискует потерять глобальное доверие. Но спасением может стать биткоин, который выступает в роли защитного актива. Тем временем Эмираты заключили партнерство с Гонконгом для совместного развития криптовалюты. Ведь покупка крипты уже доступна в Гонконге, и более 80 компаний подают запросы на разрешение торговли на территории Гонконга, который желает стать настоящим центром с самыми понятными правилами регуляции. А компания Ripple планирует провести IPO, чтобы получить дополнительное финансирование для своих разработок, и это может положительно отразиться на цене XRP. И именно эти новости мы подготовили для разбора в сегодняшнем ролике. Поэтому смотрите его до конца, а перед просмотром напомню, что видео про криптовалюты на искусственном интеллекте уже готово. Мы работали над ним целую неделю и нашли для вас монеты, разработчики которых создают роботов на искусственном интеллекте, сотрудничают с компаниями Mercedes-Benz, а также Apple, и видео получилось очень интересное. Поэтому давайте не будем изменять традициям, а наберем 500 лайков, и топ криптовалют мы уже опубликуем на следующей неделе. Ваша поддержка для нас очень важна, и мы благодарны каждому, кто ставит лайк. Так что заранее всем спасибо, давайте начинать. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Сейчас рынок стоит на месте и показывает слабое движение, но есть несколько монет, которые бьют рекорды. Одна из них достигла более миллиона активных пользователей, а другая насчитывает больше 100 миллионов транзакций, что активно влияет на их рост. И название этих перспективных монет, а также самые свежие новости рынка вы можете найти в нашем телеграм-канале. Так что подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех важных событий. Ну а завтра 5 июня, день, когда США могли бы объявить дефолт, вызвав экономическую катастрофу. Но данная проблема была решена практически в самый последний момент. Ведь в среду Палата представителей США наконец-то проголосовала за повышение лимита госдолга до января 2025 года. Этот законопроект отсрочит ограничение федерального долга на 2 года, что позволит Америке занимать неограниченные суммы, которые необходимы для погашения своих обязательств. В то же время они сократят двухлетние расходы и будут действовать еще другие изменения, о которых мы подробно говорили в нашем прошлом видео. И можно подумать, что все проблемы решены, но нет, все только начинается. Я напомню, что еще в конце мая Йеллен заявила, что денег у США хватит максимум до 5 июня, и в течение следующей недели им уже нужно будет провести платежи на сумму около 92 миллиардов долларов, а этих денег у них нет. Поэтому сейчас Минфин США всеми силами приступает наполнять казну деньгами. Из-за этого аналитики бьют тревогу по поводу того, что сделка по лимиту госдолга может привести к резкому сокращению ликвидности на рынке. И ведь как только Министерство финансов начнет пополнять свои счета, это обрушит на рынок поток краткосрочных казначейских векселей. Казначейские векселя – это долговые ценные бумаги, выпущенные США, со сроком погашения от 4 до 52 недель. Такая ситуация может привести к истощению банковских резервов, поскольку инвесторы начнут переводить деньги в безопасный высокодоходный госдолг. Поэтому большая часть денег может покинуть фондовые рынки, чтобы направиться в надежные казначейские векселя, и новые деньги поступать в рынок больше не будут. А это в свою очередь подтолкнет экономику к рецессии и потенциальному кризису. Авторитетный инвестор и миллиардер Рэй Далио заявил, что повышение лимита не решает основную проблему, потому что США продолжает занимать все больше и больше денег, из-за чего госдолг только растет. Также в конце мая он сказал: в конечном итоге повышение госдолга приведет к катастрофическому финансовому краху. Почему? Потому что тратить больше, чем один заработок, и финансировать его за счет долга, что мы делаем в течение долгого времени, легко, приятно и неустойчиво. Так и есть, потому что сейчас расходы США значительно превышают доходы, и при этом кредиты стали вообще неограниченными. Также Илон Маск продолжает бить тревогу насчет кризиса и падения рынка недвижимости, ведь по оценкам JP Morgan в этом году истекает срок действия кредитов на коммерческую недвижимость на сумму около 450 миллиардов долларов, и существует реальная вероятность того, что эти кредиты не будут погашены, поскольку цены на недвижимость упали из-за падения спроса, так как все переходят в онлайн. Хотя раньше коммерческая недвижимость считалась
считалось очень надежным активом. К тому же директор фонда BlackRock, под управлением которого находится около 9 триллионов долларов, заявил, что повышение лимита долга – это плохо, потому что это снижает глобальное доверие к доллару. А также он считает, что ФРС продолжит повышать ставки как минимум в ближайшие месяцы, что продолжит негативно влиять на рынки. Конечно, сейчас ситуация очень напряженная, и помимо всех этих проблем мы еще получаем угрозу снижения кредитного рейтинга США и высокую инфляцию, потому что ФРС наверняка придется печатать деньги. Но спасением является биткоин, который уже выручал многих в марте, когда банки начали банкротиться, ведь инвесторам приходилось использовать альтернативные активы. Аналитик популярной брокерской платформы eToro заявил: сделка по лимиту госдолга еще раз подчеркивает полезность биткоина, потому что это по сути отход от традиционной финансовой системы. Учитывая его ограниченное предложение, он свободен от проблем, с которыми сейчас сталкивается правительство США. И действительно есть большие шансы, что биткоин будет чувствовать себя хорошо даже в условиях кризиса, ведь он не подвергается инфляции как доллар, а также многие используют его в качестве защитного актива как золото. Поэтому надвигающийся кризис может стать еще одним испытанием для биткоина, которое он уверенно пройдет и покажет рост. Ну а перед тем, как мы перейдем к разбору новостей из Гонконга, где вовсю начинают торговать криптовалютой, хотел бы вам рассказать о канале LV426. Это авторский блог, в котором автор с многолетним опытом торговли на фондовом рынке делится своими мыслями, советами, разбором макроэкономических событий, а также интересными сетапами по торговле. Автор LV426 имеет большой опыт в техническом анализе, которым он готов делиться с вами. Вся информация предоставляется абсолютно бесплатно, потому что главная задача канала – это собрать комьюнити трейдеров для обмена идеями. А также автор сделал технический обзор биткоина, который уже опубликован на канале. Так что если вы желаете узнать, куда будет двигаться биткоин в ближайшее время, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на LV426 и оставляйте свое мнение у него в комментариях. Пока Америка продолжает решать проблемы с госдолгом, в Гонконге уже вступил в силу закон, который позволяет розничным инвесторам покупать криптовалюту. С этого месяца криптовалютные биржи должны получить лицензию в SFC. По заявлениям, правила регуляции будут жесткими, но с такой сферой, как крипта, по-другому никак. По данным SFC, биржам необходимо проводить комплексную проверку криптовалютных токенов, которые они листят, и предлагать только те монеты, которые имеют большую рыночную капитализацию и высокую ликвидность, а это топ-50 не меньше. И многие биржи начали запускать даже отдельные площадки, на которых будет доступна только спотовая торговля и ограниченное количество монет. Тем не менее, инвесторы уже могут спокойно покупать криптовалюту на тех платформах, которые работают в Гонконге. С таким режимом регулирования Гонконг планирует стать настоящим азиатским криптоцентром. И по словам секретаря Гонконга по финансовым услугам, они уже получили более 80 запросов по продвижению инвестиций. Также бывшая глава SFC говорит, что виртуальные активы получат такую же четкость регулирования, как и обычные активы, а этой четкости очень не хватает на рынке. Поэтому в ближайшее время в Гонконг могут направиться крупные биржи и компании для предоставления своих услуг, что только увеличит принятие крипты в мире. Также центральные банки Гонконга и Арабских Эмиратов сотрудничают над совместным развитием криптовалюты. 30 мая валютное управление Гонконга заявило, что провели встречу со своими коллегами из Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов, и они договорились укреплять сотрудничество по регулированию и развитию виртуальных активов. Исполнительный директор ЦБ Гонконга сказал: отношения принесут экономическую выгоду обеим юрисдикциям, поскольку мы имеем много взаимных интересов. И такое сотрудничество началось сразу после того, как Гонконг ввел правила по контролю крипторынка. Это также хорошая новость, ведь мы снимали видео про криптовалюту в Эмиратах, и скажу вам, что это одна из немногих стран, которая так лояльно относится к крипте, поэтому думаю, их сотрудничество только положительно отразится на криптовалюте. Дополнительно интересные новости мы получили от ветерана крипторынка Ripple, ведь после того, как 2 недели назад судья отклонила ходатайство SEC о закрытии документов Хинмана, в которых бывший директор отдела SEC сказал, что биткоин и эфир это не акции, все ожидают финального решения, которое, по словам главы Ripple, должны объявить уже в ближайшее время. Так вот, после того, как закончится судебный процесс и XRP не признает ценной бумагой, Ripple планирует подать документы на IPO, чтобы стать публичной компанией и получать дополнительное финансирование от частных инвесторов. Журналист Fox Business сообщила, что компания Ripple организовала частную конференцию в апреле 2023 года, и это было сделано
в качестве рекламного мероприятия, взаимодействовала с несколькими потенциальными инвесторами, чтобы найти возможность первичного публичного предложения, то бишь IPO. Она также добавила, что в мероприятии приняли участие ведущие инвестиционные компании, но упомянула, что эта встреча не предполагает, что Ripple станет публичной через несколько месяцев, ведь компании требуется не менее полугода, чтобы выйти на IPO. Тем не менее, недавняя встреча с инвесторами намекает на то, что Ripple планирует выйти на новый уровень, получить дополнительное финансирование и развивать свои технологии, включая XRP. По прогнозам аналитиков, в успешном проведении IPO поможет значительные денежные резервы, которые составляют больше $1 миллиарда. Ведь это дает компании преимущество перед сложным рынком IPO, и по словам эксперта, Ripple может взлететь в 20 раз и стоит $600 за акцию. В принципе, все, будь то положительные или негативные новости, очень сильно влияют на стоимость XRP, ведь за последние пару месяцев было очень много новостей от Ripple, благодаря чему XRP вырос на 40%, хотя он доходил и до 60%. Вот только дальнейшая судьба Хриплова будет зависеть именно от судьи, которая пока не совсем спешит выносить решение по этому делу. Мы снимали множество видео, в которых говорили, что SEC не даст Ripple выиграть суд, ведь это будет победа всего рынка крипты, который потом очень сложно будет контролировать. Конечно, я буду только рад, если Ripple выиграет суд, но как по мне, шансы на их победу очень малы. Кстати, а вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях, было бы интересно узнать ваше мнение. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео с монетами на искусственном интеллекте, и увидимся с вами уже очень скоро. Желаю всем удачи, до скорых встреч!